Сегодня я поделюсь с вами интересным рецептом темного солодового тортина. Для этого нам понадобится 60 грамм активной стопроцентной пшеничной закваски, 250 грамм пшеничной муки с белком 13% и выше, 15 грамм цельнозерновой ржаной муки, 50 грамм цельнозерновой пшеничной муки, 25 грамм темного ржаного солода, 4 грамма белого солода, 7 грамм мелкой морской соли, а также 6 грамм ржаного солодового экстракта. Его можно заменить патокой. И патоки 6 грамм. А также мы будем использовать холодную воду 170 грамм и 30 грамм холодной воды. И также 25 грамм кипятка. Сперва необходимо подготовить темный солод. Высыпаем его в тарелку и заливаем крутым кипятком. Все очень хорошо перемешиваем. Как только немного температура запаренного солода упадет, добавляем белый солод, все перемешиваем и сверху закрываем блюдцем либо пакетом. И я отправляю в духовку, предварительно нагретую до 70 градусов и выключенную, на 1,5-2 часа. Либо же можно оставить в духовке под включенной лампочкой. За это время весь аромат солода полностью откроется. Как только запарили солод и отправили его завариваться, приступаем к приготовлению теста. В емкость для смешивания выливаем воду номер 1 170 грамм, отмеряем необходимое количество жидкого солода и патоки. Если жидкого солода нет, все можно заменить на патоку. Затем добавляем всю муку и на низкой скорости перемешиваем до полного увлажнения всех сухих ингредиентов. Как только все сухие ингредиенты увлажнились, останавливаем миксер, закрываем миску полиэтиленовым пакетом и оставляем на длительный аутолиз 1,5-2 часа при комнатной температуре. У меня прошло 2 часа, приступаем к основному замесу теста. Добавляем необходимое количество закваски и весь запаренный солод. И на средней скорости перемешиваем до полного их соединения с тестом. Отмеряем 20 грамм воды от 30 и в них растворяем всю соль. Добавляем растворенную соль в воде к тесту, как только закваска и солод вмешались. И все вымешиваем примерно 3-4 минуты на средней скорости. Как только тесто замесилось, оставляем при комнатной температуре на 20 минут. И через 20 минут мы добавим остаток 10 грамм воды. У меня прошло 20 минут. Добавляем остаток 10 грамм воды и вымешиваем тесто до полного впитывания воды.
Замешанное тесто перекладываем в миску, смазанную маслом, и отправляем на брожение. Брожение будет проходить при температуре 22-24 градуса 5 часов, в течение которого нам необходимо будет сделать 2 складывания с промежутком 20 минут и 3-4 складывания с промежутком 30 минут. У меня прошло 20 минут. Я вам показываю первое складывание. Я растягиваю от краев и складываю к середине теста. Таких складываний я сделаю еще 4-5. Во время складывания я смачиваю руки водой, чтобы тесто не прилипало. Тесто пробродило у меня 5 часов. Немного присыпаю мукой, выкладываю на рабочую поверхность и делаю предформовку. Затем накрываю миской и оставляю на отлежку на 10 минут. С данного количества теста получается средней величины буханка хлеба. За 10-15 минут тесто отдохнуло, клейковина расслабилась, и формуем любым типом формовки, круглым либо продолговатым. Я формую батардом, продолговатой формовкой. Сформованную заготовку я перекладываю в корзинку расстоечную швом вверх. Корзинку предварительно я присыпала смесью муки рисовой с пшеничной 1 к 1. Растаивать я буду в холодильнике при температуре 4-10 градусов 16-18 часов. Можно растаивать при комнатной температуре примерно 2 часа до увеличения вдвое и выпекать. Тесто пробродило у меня в холодильнике 18 часов. Перекладываю тесто на пергаментную бумагу. И сегодня я хочу сделать несколько декоративных надрезов. Можно просто сделать один большой надрез сбоку, либо сверху посередине. Переносим заготовку в предварительно разогретую чугунную кастрюлю и выпекаем первые 10 минут под крышкой при температуре 260 градусов. Затем снимаем крышку, опускаем температуру до 230 градусов и допекаем еще 20 минут. Хлеб получается необычного вкуса, пшеничного с ярко выраженными ржаными нотками. Если вам понравилось видео и данный рецепт, не забудьте поставить лайк.